Ich bin Lena. Hallo, hallo. Sargans, Landquart, Kuh, and wishes you a pleasant journey. Next stop, Мы уже в пути. Любуемся из окна поезда красотами Тюрихского озера. Озеро очень длинное, 40 километров. Море, море. Мы едем в горы, чтобы пройти по всемирно известному маршруту Виа Альпина. Маршрут пересекает все швейцарские Альпы. Он начинается в княжестве Лихтенштейн, его столице городе Вадуц, и заканчивается на берегу Женевского озера, в городе Монтрё. Его протяженность 390 километров. Да, конечно, это очень много. Мы не строим каких-то особенных планов, мы хотим отдаться на волю нашим возможностям и получить максимум удовольствия от нашего путешествия. Мы проезжаем Валензее. Какая необыкновенная бирюзовая водичка в нем. И озеро само по себе такое спокойное, величественное. Оно окружено со всех сторон горами. Очень красиво. Мы приехали в Лихтенштейн, в Вадуц. Наша точка старта. Сейчас зайдем на почту, поставим штампик и пойдем в горы. Жаль, сегодня нам не до модных магазинов. С рюкзаком в дверь не пройдем. А вообще Вадуц очень маленький. Входит в число самых маленьких столиц мира. Здесь всего лишь 6 тысяч человек проживает. Но город со своим шармом. Мы проходим возле здания городской мэрии. 3 лошади. Скульптура известного швейцарского художника, скульптора на Кавалле. Вот мы уже возле информационного бюро. Здесь мы можем поставить штампики в нашей книжечке Виа Альпина. До Сарганса 4 часа 50 минут. Так быстро мы точно не придем. А теперь коротко о штампиках. Я заказала в офисе Виа Альпина вот такие паспорта туриста. На протяжении всего маршрута по указанным на веб-сайте адресам расположены ящички с логотипом Виа Альпина. Вот мы нашли такой ящик. В нем находится штампик с эмблемой. В нашем случае эмблема города Вадуц. Мы штампуем наш паспорт, то есть ставим отметку, что мы здесь были. Следующий штамп мы будем ставить в конечном пункте первого этапа в городе Сарганс. Если мы пройдем весь маршрут Виа Альпина от начала до конца и соберем все штампы, мы можем отправить наши паспорта назад в офис и получить взамен сертификат Виа Альпина, как покорители швейцарских Альп. Немножко знакомимся со столицей Лихтенштейна. Очень оригинальная скульптура. Лежащая женщина. Символ спящей души. Вон там. А здесь находится садик японской вишни. Смотрите, какой-то важный гость приехал в белых одеждах. Ну, вообще Лихтенштейн славится своими банками, их надежностью, а также низкими налогами. Мы покидаем город. Вот отсюда очень хорошо виден замок Вадуц, резиденция князя Лихтенштейна. Замок построен еще в XII веке, сейчас на реконструкции.
Мы уже за городом. Так хорошо птички поют. Наш первый привал на скамеечке возле речушки. Такой классный перезвон колокольчиков. Где-то здесь коровы гуляют. Река Рейн берет начало в швейцарских Альпах. Мы остановились на секундочку полюбоваться вот этим старинным деревянным мостом. Фото на память и пойдем по мостику. Мостик разделяет или соединяет две страны. Княжество Лихтенштейн и Швейцарию. Является с таким своеобразным пограничным переходом. Правда, здесь документы никто не требует. Какой интересный мост. На видео. А вот слева, посмотрите, расположены рамочки с речным песочком. Здесь можно наверняка ставить какой-то рисунок, на счастье, например, или просто написать «Здесь были Лена и Оля». Однако нам с нашими рюкзаками, я думаю, опасно наклоняться, поэтому мы этот момент пропускаем. Смотрите, лошадка удобрения наложила. Кому повезло, Швейцарии или Лихтенштейну? И вот мы уже в Швейцарии и направляемся в сторону небольшого городка Севелин. Interessant gemacht. Мы идем возле великолепного дикого луга. Швейцарские фермеры, как правило, оставляют кусочек непаханной земли для воспроизведения диких растений, цветов, злаковых. Вот такие указатели маршрута. Мы его увидели на столбе, значит, мы правильно идем. Ну вот, наконец-то добрались на дорожечку. Мы устроили себе еще один привальчик под этой огромной липой. Она как раз цветет. Такой запах невероятный, запах детства. А вот это мамонтово дерево. Посмотрите, какое оно огромное, стройное, величественное.
как мамонт. Цветущий луг, пчелки летают, цветочки. Все так здорово. А кто там на лавочке нас поджидает? Старичок-лесовичок? Алло. Вот как интересно. Ну что, угощаем? Ох, so herzlich, liebe Lena. Лена решила покормить лесовичка, чтобы нам дорогу правильно указывала. А вот еще один хранитель леса, но уже в голубой шапочке. Какой-то сказочный лес здесь. Посмотрите, как классно превращают швейцарцы старые ненужные вещи в различные декорации. Лена сегодня весь день ждала, когда ж начнутся горы. И скоро начнутся уже наши горки. Сейчас дойдем до гор наконец-то. Я хранила молчание. Я не говорила Лене, что горы начнутся только на 3-м этапе нашего пути, настоящие горы. А пока еще у нас легкая тренировка перед тяжелым стартом. А то, думаю, разочаруется человек, бросит рюкзак и поедет к себе в Беларусь. Не могу, но когда эта красота закончится? Или же надоест? Никогда. Так красиво. Вокруг горы. А здесь, смотри, какие-то сказочные домики. А посмотрите, какая водичка. Она такая вот и есть.
из озер, с ледников. Зелененько такая. Нам оставалось совсем немного до цели, до города Сарганск, 3-4 километра. Но, к сожалению, мои новенькие горные ботиночки подвели меня. Поэтому мы сели на автобус и поехали в кемпинг в Бадрагац ночевать. Смотрите в следующем фильме. Мы в кемпинге ставим палатку.